Ребят, всем привет! Это Bad Boom Team, это Артем Love the Law, и я нахожусь на буткемпе, на пустынном пустом. А ребята, наши мальчики уже вовсю играют в Америке. У нас тут накопилась какая-то часть контента с онлайн-турнира Fissura Universe, который мы, кстати, выиграли. Так строго сидит. Я просто хочу сыграть 5 секунд. Я понимаю. А еще мы гоняли вместе на тимбилдинг, где мы играли в футбол, ходили в баню. Ну, короче, классно проводили время и, так сказать, сплочались как команда. Главное, никто не сдохните, пацаны, пожалуйста. Ну, тут чуть-чуть секса вам. Давайте я вкратце вам покажу, как прошел у нас предыдущий месяц, а потом мы заглянем и посмотрим, как дела у ребят в Америке. Погнали! Сколько у нас отпуск длился, как ты его провел в частности? Наш отпуск длился где-то 2,5 недели. Съездил в свой родной город, увидел своих родных, близких. На то ты отдохнул за это время? Да, хорошо отдохнул. Все. Недавнее нововведение в доте, вот по поводу просмотра чужих реплеев, как ты к этому относишься? Нету, можно сейчас удивлять противника. Вот, это прикольно и будет интересно поиграть в ближайшие турниры. Мне, как зрителю, мне кажется, что это супер прикольно, потому что, никто не знает, чем будет играть соперник. Знают, допустим, какие-то вещи, соответственно, там, типа, соперники, да и все, типа, будут друг друга удивлять, будет появляться куча новых стратегий, куча тактик, и будет, типа, в моем понимании, как для зрителя, прикольней дота. А вот как для проигрока, опять же, там, анализ соперника, вот это вот все, там просмотр чужих реплеев, какие-то, что-то ты для себя берешь, это немалая часть твоей работы. Как поменялся твой пул с момента выхода патча? Я бы сказал, хорошо прям поменялся, много новых героев. Вот Dazzle, там, Тейт Хантер, Dazzle, Бристлбэк, вот эти герои, я вот их очень много наигрывал, и сейчас уже подошел в хорошей форме к ближайшим турнирам на этих героях. Вот, готов исполнять, потому что герои действительно сильные. Мы вот сейчас собрались, по сути, на 3 турнира сразу. То есть мы собрались, у нас сбор будет больше месяца в общей сложности. То есть это достаточно долго. Помимо, вот, когда мы на буткемпе, помимо доты, помимо тренировки, что еще есть в твоей жизни? Время от времени хожу в зал. Вот, но я, конечно, предпочитаю ходить с тренером, но в целом хожу сам, что умею, то и делаю. Вот. Я вот уже привил себе привычку такой перед сном читать 30 минут. Вот, читаю книгу. Какую сейчас читаешь? Минут. Дэвид Гоггинс читаю книгу. Вот, «Умение не сломать» называется. Спасибо, Ляфи. Радовал. А что у тебя тут? Сейчас курочка подпечется. Сейчас наши ребята доиграют свои Publicity. Там 33-й он вот так вот ждал, типа сразу под заход вот так. А кто-то, интересно, из наших с Тундры играет сейчас? Виталий, отличная игра, хорошее исполнение. Также приятно. Не, это ли надо какое-то время, чтобы переключиться, типа, из формата обычный пацан на формат, типа, Виталий во влога. Да. Сейчас, видишь, у него процесс вот это идет, типа, перестроение. Так. Нет, друзья. Ты этот... Ебать, сидит, спать. Он воняет, знаешь, как он воняет, если его раздавить? Да, так не дави и все. Блин, у тебя кофе на губах еще не усохло, вот так вот вытри. Сейчас. У меня зуб болит очень сильно. Да. Режется, походу, этот. Гадина, как она называется? Мудрости? Мудрость. Такой умный же. Мудрости. В 23 года заспавнилась. А во сколько? Вообще, как обычно. Я не знаю. Я тоже не знаю. У меня, по-моему, не было зубов мудрости. Ну, неудивительно, потому что я глупый. А ты видишь, ты умный игрок, поэтому зубы мудрости. Про доту еще успеем. Начнем с твоего отпуска. Как провел отпуск, рассказывай. Съездил с девушкой в Таиланд отдохнуть на 2 недели. Вышла неделя, потому что мы там заболели. Дня 4-5 у нас где-то вылетело. По итогу очень отлично отдохнули. Как тебе Таиланд? Понравилось очень. Климат мне вот такой очень нравится. На море покупали. Каждый день ходили на море купаться, на экскурсию там ездили. Слоников посмотрели. На слонах катался прям? Да, катался. Офигенно? Кормили, да, вообще. Слоны кайфовые. Мне, кстати, я вот ни разу не катался. Я гладил, типа, но кататься не приходилось. Так. Не стрёмно?
что Не, укусит. ну, немного было страшно, что он вот упасть может в моменте. Там еще такие горы какие-то такие, страшно было, что он обвалится просто, и ты вниз с ним полетишь. Ногу прижмет. Да, да. Смог бы ты жить в азиатской стране? Вот ты побыл там 2 недели, вот ты думаешь, Далеко. ну, климат, короче, все это для тебя. Мне нравится. Перезагрузился, значит. Доты не было в Таиланде. Ну, ты не был вообще. Ну, это отлично. Я, кстати, не смотрел твое интервью, но Да. зашел в комментарии, твое последнее интервью. Я зашел в комментарии и выбрал оттуда 2 вопроса. Угу. Вопрос первый. Где жук? Улетел. Он не умеет летать. Как познакомиться с девушкой? Мне даже показался забавный вопрос. Как познакомиться с девушкой? Как нужны это пикап-гайды от Ну, где сейчас знакомиться с летушками там? Давинчик? Давинчик? Я, кстати, даже не представляю, как он выглядит. Давинчик, Пьюр там. Где еще знакомиться? Тиндер. с девушками? Тиндер. Ну, все по-разному знакомятся. Типа ты не... Ну, это рандом, короче, вот. Найти своего человека. Ну, конечно. Вот просто пробуй там знакомиться с кем-то там. Типа, Ну, хорошо, у тебя же сейчас девушка есть. да, есть. Правильно я понимаю. А как ты с ней познакомил? Ну, ВКонтакте просто видел. ВКонтакте? Да. А зачем ты так говоришь? Пьюр, Давинчик, ВКонтакте. Может, рандом, ну. В Одноклассниках. В основном все Ну, ладно. знакомятся, ну, вот на... Не, я нормально, я Давинчике. без негатива, типа, без осуждения. ВКонтакте просто забавно. Не осуждаемо, да, знакомиться в социальных сетях? Да нет, конечно, 21 год. Ну да, 21 век, да. Это нормально. Но это, знаешь, в 2015-м, типа, фу, блядь, Тиндер, Ну зашквар. да, Сейчас да, все да. же наоборот сидят уже. Ну, согласен. Кто должен делать первый шаг, Во-первых. знакомлясь в социальных сетях? Бля, да это рандом, честно говоря. Ну, вот хорошо, у тебя как было? У меня было. Ну, кто сделал первый шаг? Вот вы ВКонтакте познакомились, ну, неважно как, ну, просто вот кто сделал первый шаг? Ну, я, конечно, Ну, сделал. видишь, ну, типа, для тебя это критично? Что именно, ну, что должен ты, Ну, вот, как как бы, будто, проявить да, ну, интерес? как будто вот если тебе девушка, типа, вот, ну, типа, сама что-то там, ну, типа, оверфорсит, короче, что-то, типа, ты, ну, лично у меня так, что мне не вкатывает. Интерес сразу, типа, Да, пропадает. думаешь, блядь, поем, давай. Ну, короче, чем меньше женщину мы любим, да, тем больше нравимся мы ей, говорят. Значит, надо быть таким, типа, стронг, холодный, по чуть-чуть, Ну, 50-50. принимать внимание и потом уже, типа, самому допушивать. Это все всех по-разному. Ну, всех по-разному, я согласен, что это очень такая, типа, вещь. Уникальная ситуация, как говорят Да. дотеры. А подрастающим мидерам расскажи, как эффективно апать свой скилл именно. Вот как может человек, который хочет импрувнуться в миде, поднимать свой уровень игры эффективно в данный момент. Ну, смотреть про игроков теперь уже не Да, получится. я поэтому и спрашиваю. Блядь, задал себе цель вот стать хорошим игроком в Dota, я Мгм. просто именно хотел в микро очень сильным игроком стать. И я вот именно дрочил на микроскилл, типа, чтобы кнопки грамотно нажимать, чтобы там именно все мое внимание было на этом. Ну, давай И у по меня порядку. все само по себе пришло. Давай по порядку. Ты выбираешь себе какой-то пул, там, я не знаю, из 5 героев. Ну И да. просто начинаешь, вот, ну, типа, бить, давить на Ну, одном и том же герое, Не чтобы понимать просто наверное, любую просто ситуацию. понимать мету, типа, и не быть ДБЛом, который идет даблмит, там, типа, вот этот пишет гадости. Не, ну это вообще Ну, бред. хотя, блядь, у меня там 5 аккаунтов в бане было в свое время. И токсичность. Ну вот смотри, ты говоришь микро, там, вот понимание игры, это ж, ну, дота интеллект, это же очень важно, да? Ну, это же тоже как, назовем Ну, это про кого каким- говорю? Про вот людей 6 КВР или вот про людей 2 КВР? Ну хорошо, если вот у человека там 6К ММР, и он там планирует, ну, стать вот, допустим, проигроком. Вот молодой какой-то игрок, он хочет вот импрувнуться в миде, Ну, поднять если у тебя там 6 свой КВР, дота значит, у тебя уже интеллект. есть какой-то пул, Да. ты выбрал свою роль, которую играешь. Ну, вот когда я играл на ММР, я играл на керри и на миде. Вот у меня был пул там, героев 15-20, наверное, я вот Ну, играл. это на много них. достаточно, как будто бы, нет? Ну, Ну, неважно, 15, хорошо. короче. Ну, на кетаскере, типа, с Ну, вместе. понятно. И все, я просто играл на этих ролях. В кайфах иногда ходил внутри, типа, ну и все. Просто старался играть. Но у меня просто ММР очень быстро поднялся и все. Просто, ну, Ну хорошо, механически, ладно, можно скилл прокачать за счет того, что ты просто, ну, типа, сутками играешь в доту. Как вот развить думалку, вот именно голову вот эту дотную, как ее и прувнуть? Ну, знаешь, как, типа, вот этот дота интеллект свой поднять, понимать, вот это там контроль карты, перемещение. Карты на 6 КВР, ебаный рот. Ну, слушай, Надо опять на- же, так типа надо от 6 HPTS до даже. 15, но в этом же и большая разница. Вот есть, допустим, игроки, много игроков, там 6000 ММР, да, потом идет какая-то пропасть, и потом вот начинаются вот эти там семи-про, полупро, там, У кого нет контроль карт, Артем? совсем пофигу, да, никто не знает, что это. ММР, ты видишь, что люди делают? Ну, это просто невнятные вещи, ну, нельзя так играть в доту. Не, ну я же говорю вот именно про тех людей, которые хотят и вот, ну, типа стремятся. Ну, знаешь, вот... Короче, ты говоришь, что типа от колов, от твоих, вот если ты понимаешь игру, и от того, как ты заколешь свою команду, тоже же немалая часть успеха. Ну, конечно, само собой. Вообще разговаривать в доте желательно на коре. Ну вот, я тоже
Я тоже так думаю. Ну и тоже очень много разговаривать не надо. Типа вот ты просто там от своего героя можешь колить вещи, но другим людям лучше не надо говорить. Не оверколить. Да. А что делать с феноменом Виталия Мельника? Ну, то, что он постоянно в сайленсе находится. Ну, не всегда, Саня. Ну, в паблике, я имею в виду. Ну, Виталий такой игрок. Не, ну он же, Уникальный. он же пикает там эти. Пикает. Вот, сюда мы атакуем. Там ультимативность готова. Нужны варды. Хорошо сыграно. Да. Вот это все. Ладно, и последнее. Ты как наш Bad Boom Team музыкальный меломан, что сейчас слушает Дани GPK? Что актуально сейчас? Айсгергер новый альбом и Мэткида я слушаю. Кого? Мэткид. Это кто? Ну Вирусный и Капсайза Mad Kid. иногда слушаю. Капсайз. Ну ладно, так что на этом все. Спасибо тебе большое, всем Данек. спасибо. Сейчас мы играем Конвар с Тундрой, потом мы играем Bad Boom Universe против команды Night Pulse. Ну и играем турнир, что готовимся ко всем матчам. Тренируемся на боткемпе, сидим. Завтра, надеюсь, к зубному поеду. Я тоже надеюсь. И Все, мне зуб вырвут нахрен. Ну, может, не вырвут. Хотя, наверное, если болит, то лучше вырвут. Ладно, спасибо, Данек. Все супер. Ты супер, кайф. Ты как? Пчеловый парень. Ты кайф. Нет, ты кайф. Нет, ты- Нет, ты кайф. Вы кайф, ребят, вы кайф. Смотри. Парень. Балкон, Вантик. Окей. Матюк. Хорошо. Найс, победа. Хорошо. Чуть правда не хотел. Найс, парни, победа. Блин, ну... Тихо, ну не будь так строг к себе. Парни, я просто хочу сыграть качественно в доту. Я понимаю. Мы сейчас, как обычно, разыгрываем. Всё. Ты на розыгрыш. Давай, мальчишка. Здесь, да? Нормально. А в чем как бы юмор? Двойная футболка. Рукава типа. Глеб Тёма, давайте Глеб Тёма, вы капитаны, просто вы два вратаря, вы же не поняли, вы два вратаря. Ну вот так. А, думал, ты наоборот. Какая команда у нас? Я, ты, Толян и Ветель. И Тёма на воротах. Мы еще одного поломали. Что, тебя тоже на снимок отбрать? Легенда. Форвард. Блять, теперь с учетом того, что у нас одна травма, вообще были вот наша команда. Я, ты. Репейр произошел! Вау! Вернулся, блядь, легенда! Главное, никто не сдохните, пацаны, пожалуйста. Ветель, все? А что у тебя? А? А что это? Вывернул ногу, типа? 2 травмы с нулевой. Ну как жить? Удар! Еще! Только ноги не сломай. Еще будет убирать. Бля, у тебя нога жива? Если я капитан. Голевую отдал, смотрите. Смотрите. О, голосо! Голевую отдал. Вот такой у нас киберспорт, ребят. Играем в футбол. 10 минут. Отдышка у нас сколько? Играем 10, отдышка 15. Что, Матюк, скажешь? Нормально. Как тебе футбол? Мы второй раз уже так. Как тебе experience? Ну, тут чуть-чуть секса вам, девочки, для эдитов. Давайте Данечка еще спросим. Так, во-первых, это новая прическа Данька.
Да. На заценку. Хорошая. Вот. Второй раз мы на футболе. Это воняет. А ты, блядь, покрыт нахуй росой божественной. Диджей, ты? Хороший. Как тебе второй раз в футбол поиграть? Нормально, ну что-то, блядь, говоришь, что это хуёвый. 10 играем, 15 отдыхаем. Ну, блядь, нет интереса в такой игре. Нету интереса, доказывать. На футбольное поле у меня 2 чела с нулевой просто в ауте. Зато Тёма вот самый красивый, как обычно. Я же говорю, блядь, с нулевой просто 2 травмы сразу. Это как, слышишь? Это тут Саня, это как человечек, помнишь? В детстве игрушка была, где скелет человека, и у него органы, у него что-то болит, короче, и там надо было доставать, переставлять. Да, и мигало еще. Вот это так же, типа, Лего, блядь, у кого что болит, собери все органы. Всем привет, с вами Лукаша, с вами Bad Boom Team. Мы находимся в США, в самом центре Северной Каролины. Мы находимся на ESL роллей, как хотите. Вот, вчера мы прилетели, отдохнули, сегодня у нас медиа-день, а завтра уже приступим к первому дню группового этапа. И так далее, в них вот они прям полностью заполнены. Вот именно в России, там, например, или где-то еще, там у тебя пачка, она там на 70-80% заполнена, и воздух. А они прям вообще чувствуется, что фуловая пачка прям вся заполнена. А пиво где? Не дали. Ладно, после турнира. Я могу до некоторых, кстати, в артмеде чекнуть скаутом. До 10 автограмм бил я. Что у нас? Первый день групп-стейджа. Сегодня играем против Tidebound and Falcons. Да, мне Вот. сегодня Tidebound снились. Как я Снились? с ним играл в какую-то игру, типа покер или что-то такое. Маджонг ты, по-моему, говорил. Да, Маджонг играл. Best of 3 в Китайская Маджонге развалил бы их или как? Как ты Не, думаешь, они не, сильные? Я даже не разбираюсь за эту игру. Там, по-моему, надо как типа как домино, но не домино. Да, короче, что-то такое. Вот. Вот. Че вообще, как тебе перелет, джетлаг, не джетлаг, состояние твое вообще? Ну, нормально, было немножко тяжело первые 2 дня, сейчас уже все отлично. Вот. А что тяжело Сегодня вот выспались. конкретно по самочувствию, вот чтобы люди понимали прикол А. джетлага? Да, ну, как сказать, просто можешь проснуться в рандомное время и так далее, там несколько раз. Вот. Ну, у всех Потому что у тебя по-разному. внутренние часы, Да. типа, просто У тебя у всех перестраиваются. по-разному это происходит. Есть вот. такое. И ты там просыпаешься в 6-7 утра. А если ты лег даже в 1-2 ночи, все равно там мало спишь. Вот. Какие Потом вообще- и ходишь спать вечером. Какие вообще общие впечатления у тебя по турниру? Ну, в целом в Америке прикольно. Вот. А по отель, ну, обычный. Не сказать, что прям плохой. Вот первые Ну, 2 дня понятно, у на нас лагал Бангкоке интернет. прикольно было. Да, на Бангкоке было бы прикольнее. Сейчас, может быть, как-то бюджет урезали или что-то такое. Вот. Но у нас первые 2 дня лагал интернет. Мгм. Практицы не сразу выдали. Это из минусов, но в целом не так критично. Вот, сейчас играем. Ну и сегодня, думаю, хорошо постараемся выступить. Как вообще форму команды вот перед турниром оцениваешь? Выиграли Universe, чуть-чуть там были и зачилки, КВ, вот общую форму вот по... Ну, давай вот без пояснений, чтобы тоже подсказок никому не было. Ну, Просто по 10-бальной вот форма перед первым ой, ну, и- днем групп-стейджа. ну, я бы сказал 6-7. 6-7 из 10, да? 7,5, может, что-то Окей. такое, да. Но все равно немножко отдохнули, надо подсобраться и дальше уже. Мы играли официалки, вот сейчас будем разгоняться. Набираем по ходу турнира Да. по базе. Да. Все, тогда, Матюк, что, погнали в практис и будешь по тренировочные игры свои играть. Да. Публичные.
придумал шутку о том, что придумал шутку. Я еще придумал то, что я вот произношу второй раз слово «придумал», Ребят, с другой интонацией. Ребят, тут написано, что Типа, я придумал шутку о том, что придумал группа матча с шутку. Ардан. И второй раз слово «придумал», я говорю с другой интонацией. Почему? Короче, будьте готовы к сетапу, группы матча, игры группы А заканчиваются. Нигма 4-0, Виталий. Нигма Моста, очевидно. Купили финал турнира, я не видел. О чем ты говоришь? А, не стыл. Вот это я видео не видел. Там еще одно видео было, все, подожди. Я это посмотрю потом. Спирит продались бедбом, вот это? О чем прикол? О чем он говорит? Бля, я сломал комп случайно. Да, там. Бля, здесь сегодня подставка под ноги есть еще. Смотри, какая-то вот. Прям гоночная подставка. Это $5000, да? Ванёк. Смотри, да. Ебать, это за пятерок, да? Сюда можно шайбу положить. Просто. Нет, короче, ладно. Ну, я бы играл на это. Ну, хорошо, играй. Все. Давай, Ванек, игра на тебе. Подожди. Ты это стул меняешь на поле. Jump in, Black Hole's committed, Miero, he just wants the Ursa ASAP, but he needs a bit of backup in terms of the damage department because Shiro is still well and truly alive. They'll take rid of Y instead. Miero is down though, they've lost their Enigma. A 1-for-1 thus far, in they go for more. Nothing to say getting caught out by GPK. Will be okay, but Shiro in the middle of nowhere, nothing to say. He'll jump in with the double echo, but it's not going to be enough. There was no spiderlings. There was nothing crowding the area. A full team wipe for Beppu. Меня шейкер кнопки дает, у меня нахуй станы не работают просто на герое. А ты ее оставил? Там хуйня ебаная не дропалась. Да эта шмотка слишком сильная. Ваняк, все, вернулся к исток? Не, вернулся. А, ты сел на этом, все? Да. Бэк? Не прям удобно, да, было? Нет, тут еще хуже на этом стуле, короче, на другом еще хуже подлокотник. Ну, они еще уже, типа, вот Я так. я вообще вот так сидел и играл так. Я просто засыпал один раз, нажал тос, начал их бить, они там полу выбежали, второй раз бегут, и я с аватаре жду их, стою и еще раз прыгаю в них. Они нахуй просто стоят. Here we go again. They're looking at Pure. They jump in. Hex is out from nothing to say. It's going to make life very hard for Pure, but he does still manage to get the BKB off and run, at least for now. Y's the one in danger once again. He is going to be just fine, though. He's actually taking through a lot of damage. But GPK jumps in with a Raw to finish off the job. Problem is, Bark now can just run forward, and Pure is looking pretty damn dead. They'll save him with the disruption for now, but eventually Pure will just melt. And my goodness, I mean, it's just looking impossible, this game. Like, Bark just front lines. Nothing to say, just sits there spamming lasers and march the whole time. And here we go again. Save is down. There goes GPK. Miero is in trouble. And you might be around the stage where you just call it. Fashion, I think you have enough in the tank, but couldn't find that one. Skewer. Oh Counter my god, the initiation counter. is there. The Wukong's command on top of everybody. They lose their Magnus. Quinn staying alive. Pure gets doomed, will be destroyed. 90 seconds of no PA. That might just do it. Game over. 3 dead for Betboom as Falcons. Пожалуйста, парни, просто давайте просто придем, сыграем на свой кач в сейфлейне. Стабильно, чтобы у нас было 4К, 4500 на 10, чтобы мы могли контестить свой лайн. Просто случилось фигня, ну да. В моем представлении это просто игра в доту, где у челов сильный драфт, и у нас тоже сильный драфт. И мы должны будем решать уравнения во время игры. Возможно, у них чуть больше опций, но у нас тоже есть сайленсер и под мидом. Если у нас будет дроу мид, это будет нормальная дроу игра, Ну, где... если бы не было ФБ, то намного проще. Это будет нормальная дроу игра, где у нас будут шансы на победу, где у них будут шансы на победу тоже. So Wise Agnes, tough target though. He's got Axe. Quinn
He's Yeah. so tough to kill. He's going to be very tough. He's inside of the calling now. Macropie onto 2, and that is the deletion of Pure, the deletion of the Divine Rapier as well. GPK tilting into oblivion as GG is called. Falcons take this 2-0. That is the most disappointing way for them to end. They finally get the Давай по первому игровому дню пробежимся с тобой. Как тебе вообще Америка в целом? Давай так. Вот, с Матюхой мы, значит, обсудили. Сказал, что джетлага вообще, типа, почти ни у кого нет. Америка нравится, говорит. Нравится. Мне тоже нравится. Вот, нравится тебе? Да, тоже? прикольно. Хорошо все? Да. Вот. Вчера мы играли против Tightbound. Играли против еще и непосредственно Falcon с заменой. Ну, вообще, расскажи, какие впечатления по игре с Tightbound. Там, мид Тинкером так или иначе, наверное, чуть-чуть удивили или не удивили? Да не, я знал, что он играет в Тинкере. Я сразу сказал, что чего может сыграть на Тинкере, если будет ситуация, типа, ну, не прям было какое-то удивление. Ну, а вторую, ну, очевидно, игру против Тинкера мы просто сыграли очень плохо. До 10-й минуты там происходили абсурдные вещи на карте, и по итогу, ну, закономерно проиграли мы вторую карту. Ну, первая игра легкая была. Ну, против Falcons, что против Falcons? Просто отъебали нас по карте. Ну, хорошо задрафтили, сильно сыграли в карту. Подъебали, где можно было подъебать, и все, мы проиграли. А замена? Мы сейчас очень плохо играем, на самом деле. Мы плохо играем? Да, почему-то. Я вот спрашивал Матюху, Понятно, чтобы почему. он оценил нашу форму еще перед игровым днем. И он сказал, что наша игровая форма это где-то на 6,5-7 из 10. Вот после первого игрового дня, что ты скажешь? Выдал 4. 4? 4,5-5, не так. 4,5-5. Понял тебя. Ну, в целом, да. Какие на сегодняшний день у тебя вообще предикты? Как поспал, как настроение? Ну, каждый день все одинаково. Заебись, сплю. Играю в доту, пью кофе, вообще чувствую себя шикарно, но не получается побеждать. Почему? Почему-то не получается. На Юниверсе же получилось. Да. Ну, значит, еще тут должно получиться. Ну, предикт на день, 3-1, я думаю, стабильно, хорошо будет. 3-1, стабильно, хорошо. Ну, все.